Форум, который стал традиционным, мы проводим его в таком формате с января 2010 года. Действительно, был задуман как международная научно-практическая конференция, которая посвящена актуальным вопросам экономической политики. Ее такой постоянный подзаголовок, точнее заголовок «Россия и мир», а дальше там бывают две точки. Но в прошлом году, поскольку в центре была стратегия 2020, то просто было 2012-2020 вот подзаголовок. Позапрошлом, по-моему, вызовы инновационного развития. В этом году вызовы интеграции. Вызовы интеграции связаны с тем, что это многоаспектная проблема. Есть набор формальных вещей. Россия в прошлом году председательствовала в АТЭС, в этом в двадцатке, в следующем в БРИКС, через год в восьмерке. То есть вот такая вот череда, 4 года российских председательствований в основных международных организациях. На этом фоне происходит развитие таможенного союза и Евразес, что тоже является очень актуальным с точки зрения интеграционной повестки. И именно поэтому в этом году вопрос вызова интеграции. Естественно, в повестке будет много вопросов, связанных с международной конкурентоспособностью вообще и международной конкурентоспособностью России в особенности. Гайдаровский форум сложилось в известном смысле стихийно и по печальному обстоятельству. Дело в том, что вот впервые, как я сказал, в таком формате мы собирались проводить его в январе 2010 года. После ухода мы задумывали это с Гайдаром, мы подробнейше прорабатывали, и когда форум практически был готов 16 декабря 2009 года, Егор Тимурович умер, и тогда вот было принято решение назвать его Гайдаровский форум, посвятить его памяти Гайдара, точнее, а потом название зажило своей жизнью. Я, честно говоря, в тот момент, посвящая тогда это еще называлось Международная научно-практическая конференция, не ожидал, что вот она вырастет в Гайдаровский форум, что это будет брендом, который принят и интеллектуальным, и политическим сообществом. Еще одной особенностью этой конференции, этого мероприятия, является его научно-практический характер. Это не... Вот у нас так сложилось в стране сейчас, что налицо три типа мероприятий такого рода. Это деловые инвестиционные форумы, скажем, экономические, где большую роль играет бизнес. Скажем, вот Петербургский форум относится к таким. Научные конференции, которые проводят ряд вузов, научные учреждения. Вот наш, он имеет сильную научную компоненту, но я бы сказал так, неизбыточную. У нас основные проблемы – это социально-экономическая политика. Отсюда это такой вот конгломерат экономистов, политиков и ученых. Всех тех, кто работает в жанре прикладной экономики. Да? В значительной мере это эксперты, это форум экспертов. Там будут те, кто относится к высоким теоретикам, с высокими рейтингами цитирования, американские ученые, европейские ученые. Но все они не чужды практическим рекомендациям. Все они так или иначе работают или работали консультантами своих правительств, консультантами международных финансовых организаций. То есть вот наш форум прежде всего ученых-экспертов. Форум будет продолжаться 4 дня, его новация, мы всегда планируем на 3, но всегда растягивается на 4. Но в этот раз 4-й день, 19-й, это новость, будет посвящен молодежной тематике, там будет молодежь из 16 стран, включая Африку, там будет попытка поиграть или сформировать молодежное открытое правительство, там открытое правительство будет важным компонентом. Молодежная повестка в субботу, а предыдущие 3 дня складываются по понятной логике. 16-го это
финансовые проблемы интеграции, макроэкономические и финансовые проблемы глобальных рынков, глобального кризиса, но то, что относится к финансовой повестке глобального кризиса. Это и наша повестка в двадцатке, это будущее резервных валют, международные валютные системы и так далее. Геоэкономические балансы. Второй день вызовы конкурентоспособности – это, собственно, торговое объединение. Мы ждем там Паскаля Лами, генерального директора ВТО, Виктор Борисович Христенко, который председатель комиссии Евразес, Игорь Иванович Шувалов и Кайрата Ниматовича Келимбетова, двух вице-премьеров, которые в России и в Казахстане занимаются этой повесткой. Ну и ряд других дел, министр промышленности, поскольку нашего Дениса Мантурова, и ряд бывших экспертов, ставших министрами, и министров, ставших экспертами. Там Греф должен быть в это время. Кудрин в первый день финансовый. Кудрин тоже будет здесь, но выступает он в первый день. А Дмитрий Анатольевич Медведев когда появится? Мы его ждем в первый день, естественно, в первый день, в среду. Третий день посвящен, условное название «Конкуренция за человека», он посвящен человеческому капиталу. На этот раз основные темы пленарки будут образование и культура. Чаще у нас бывало образование и здравоохранение, здесь мы решили образование и культура. Ведет, это стало уже традиционным, Александр Дмитриевич Жуков, еще когда он был вице-премьером по социальным вопросам, он традиционно, начиная с 2010 года был представителем этой пленарки, и эта традиция продолжится. Мы ждем Ольгу Юрьевну Голодец, как вице-премьера и координатора социальной политики, Татьяну Малеву. Академия в этом году открывает новый проект. Мы создаем институт социальных проблем, такой центр, который будет концентрировать исследования проблематики, связанной с человеческим капиталом, во главе с Татьяной Михайловной Малевой, которая была директором независимого института социальных проблем, пожалуй, наиболее видный специалист по социальной проблематике в нашей стране. И дальше будет 2 сессии, посвященные здравоохранению. Мы их вынесли отдельно, связанные с новыми технологиями здравоохранения и с новой организацией здравоохранения. Очень интересной особенностью всего форума будет это моя неизбывная любовь, у нас собираются практически все лучшие экономические историки мира. У нас будет 2 сессии по экономической истории 17 и 18, где собираются Нил Фергюсон, Кларк, Роберт Аллен. Я про каждого могу говорить довольно долго, потому что это действительно люди, которые за последние 20 лет внесли наиболее существенный вклад в развитие экономической истории, особенно в клеометрику, в количественное измерение истории, длинных исторических периодов.